Всем привет, с вами Иван Хорев. Сегодня наш рассказ пойдет о советском истребителе 5 уровня Лак-3. Этот самолет интересен во многих аспектах. С него начинается ветка Лавочкина, становится доступен переход на ветку Яковлева и мало того, он один из самых богатых на конфигурации самолетов. Но обо всем по порядку. Предыдущим самолетом ветки был И-16 поздний. Увы, от него наш герой унаследовал только ракеты РС и возможность снять один из пулеметов БС. Также придется распрощаться с невероятной маневренностью Ишака. Но вот взамен мы получаем двукратное увеличение прочности, серьезный прирост скорости и возможность устанавливать пушки калибром до 37 мм. Согласитесь, не самый плохой размен. Среди одноклассников Лак-3 также не аутсайдер. По прочности он проигрывает только Фокке-Вульфу и американским самолетам. Маневренность также не подкачала. Лучше нас это делают только Зеро и Як-1. Ну, а широкий выбор вооружения позволяет подогнать остальные характеристики под свой стиль боя. Со всеми доступными стволами Лак имеет самую высокую огневую мощь на уровне и самую скромную скорость. Мы же будем использовать одну мотор-пушку ВИА калибра 23 мм и два 12,7 мм пулемета БС. В такой конфигурации достигается оптимальный баланс между огневой мощью и скоростью. У вас может возникнуть вопрос, почему не 37-мм пушка? Увы, она обладает не очень высокой точностью, небольшой скорострельностью и очень быстро перегревается. Ну что же, с самолетом познакомились, конфигурацию выбрали, пора и в бой. Итак, мы в топе. Несмотря на указанную в ТТХ оптимальную высоту, Лак-3 может вполне комфортно воевать на высотах и до 1500 метров. Так что после старта поднимаемся на 1,5 километра и в компании союзных истребителей движемся навстречу приключениям и противнику. Вступать в бой можно как в авангарде, так и во втором-третьем ряду. В крупные же свалки лезть стоит только при поддержке дружественных сил. В одиночку Лак становится такой же легкой добычей, как и любой другой самолет его уровня. В первую очередь стараемся атаковать более маневренные самолеты, ведь они будут нам досаждать гораздо больше, чем высотники. Так что ловим их на проходах или снимаем с хвоста сокомандников. А со слабо вооруженными противниками можно сойтись и в лобовой. Следующими на очереди у нас идут американцы и немцы. От бумзума лучше всего, конечно, увернуться. Затем начинаем навязывать виражный бой, не давая уйти на высоту. В лоб не ходим, вооружение у того же Фокке-Вульфа не хуже нашего. С тяжелыми истребителями бороться будет немного сложнее. Также стараемся крутить их, не давая уйти на скорости. Правда, подолгу висеть на хвосте не стоит, Михалыч не дремлет. Ну а вот со штурмовиками расправляться легче всего. Совсем, конечно, расслабляться не стоит. Штурмовик может поймать вас на удочку бомбой. Быть в топе хорошо, правда, бывают моменты, когда приходится повоевать и внизу списка. Но для Лага это не беда. Конечно, в первые ряды лезть уже не стоит, да и противников выбирать надо осторожнее. Активнее смотрим по сторонам, чтобы не подставиться под мощный огонь противника, и летаем в максимально больших союзных группах. Хорошее вооружение и неплохая маневренность сделают бой не таким уж и сложным. Что же мы получаем в итоге? Лак-3 — это очень приятный в освоении самолет. Большой выбор модулей позволяет подстроить истребитель практически под любую тактику боя, сохраняя неплохую маневренность. Такая гибкость позволяет успешно бороться практически с любым самолетом на уровне. А если вы вдруг еще не определились, какую ветку качать, экспериментируйте и выбирайте лучшее. Лак-3 вам в этом поможет.